То есть мы с собой делаем, распределяем это, получается, на листе. То есть средняя линия. А ты мастер-класс делала? Ну вот сейчас мы с тобой сделаем его. Так надо же рассказывать. Ну вот, мы сейчас будем рассказывать. Давай, я сейчас рассказываю. То есть у нас есть средняя линия листа. Поэтому наша голова, она выше средней линии. Поэтому мы отмечаем линию головы, линию зелени. Здесь у нас линия, получается, линия зелени, линия наших тюльпанов. Вправо-влево у нас идут волосы. И здесь у нас получается место для неба. Поэтому мы распределяем, давай я тебе потом этот ролик тоже сброшу. Мы распределяем все наши линии по листику. Поэтому продолжаем. Все, распределили, нанесли. И, соответственно, теперь делаем уже детализацию, то есть детальность. Тут у нас появляется голова, это такой круг, полукруг. Здесь у нас появляется носик, он имеет такую форму, как птичка, потому что у нас тут дырочки такие. А ты как бы повторяй. Здесь у нас такие ушки, ну какие-то такие ушки интересные, ну. Правильно? Здесь у нас идет смайлик. И смайлик у нас больше, чем носик. То есть он у нас должен выходить за носик. Ну, то есть за линию носика. И тут красивый по центру, ниже носика. Есть. Теперь у нас наша линия превращается в такие кудри. Волны. Пускаем их. И причем к основанию они идут мелкие. Дальше становятся шире. То есть так как у нас в перспективе немножко все равно должно расширяться. Потом это у нас полоски, поэтому мы их повторяем несколько раз. И как бы распушиваем. Распушиваем наш с тобой. Распушиваем. Вот. После, когда у нас появилась уже линия головы, мы ее еще можем чуть-чуть спустить, если охота. И так как мы распределили нашу линию, здесь рисуем наши, так скажем, бутоны. Их много. И они в разные стороны направляются. То есть идут линии. И здесь у нас появляются бутоны. Нам нужно это нанести карандашом, потому что есть определенные пятна, массы, чтобы мы не потерялись. И потом мы можем уменьшать, так как эти тюльпанчики уже от нас дальше. И ближе, и все ближе, и все ближе. Их очень, очень много. Вот. Наноси. Ань, продолжай. Давай. Ты делай одновременно со мной. Когда я проговариваю... Ну, не зацикливайся, ты их нанеси. Мы их потом красками исправим. Просто нам нужно разбить нашу работу на части, чтобы мы потом не запутались в пятнах. Чтобы одно пятно не заходило на другое пятно. Поэтому нам нужно нанести. Потому что в карандаше проще исправить. Хотя гуашевая техника, она техника перекрывания, поэтому мы, конечно, можем, но вот. То есть у нас локоны как бы они крупные достаточно. Молодец. Да. Я такой сделала немного более выпуснутый. Угу. Он там такой более круглый. Чем обычный.
То есть наносим. И так далее. Ну там, в принципе, можно вот эти вот бутончики нарисовать, а там, где дальше, просто красный можно. Да, да. В принципе. Чтобы не заморачиваться над ними сильно. И к низу спускаем. Ну все, смешали наше белило с охрой. И наносим наш... Перекрываем. То есть наносим нашу полоску через одну. Коричневый. Теперь коричневый с белым. Так. О, надо с охрой больше. Да. Это с охрой. С охрой чуть-чуть. И перекрываем вот так вот наши. Смотри, у меня получился цвет. Молодец. Только делай линию, которая как бы именно как макаронинка. Ок. Макаронинка. Так. Какая-то странная красочка немножко. Все заново. Ипс. Я ушко, кажется, закрасил. Так. Я ушко закрасил. Ну, перерисуем. Я немного облажалась, поэтому... Подправь, подправь. Жду пока... Так, теперь помыть кисточку. И начинаем наш красный. Так, перекрываем наши... Где моя коричневая? Вот она. И не настала, оказывается. Ну, немножечко другая коричневая. Ну да. И перекрываем наши тюльпаны. Потом мы смешиваем с белым. Ну, мы сейчас с тобой все красным перекрываем, правильно? Угу. Ну, давай, все вот так вот перекрываем. По-быстрому. Ань, продолжай. Угу. Ну что, волосы. Ты еще не сделала, полосками делай, Ань, как я делала, макаронинками. То есть наша задача прокрыть наша задача была пятнами разложить наши основные цвета. Ну вот как-то они у нас так разложились. Так, наша задача взять белый чистой кисточкой и взять краска рубиновая. Вот, сделать сердечки, да, сердцевинки наших тюльпанчиков. Правильно? Вот, мы их наносим. Какую форму они напоминают, эти наши сердцевинки? Форму яичка, да, листика, лепесточка. Есть такая форма, ты ее видишь или нет?
Ну да. Да, то есть ты кисточкой наносишь эту форму. И мы лепим с тобой такой тюльпанчик. В разные стороны как бы их старайся располагать, чтобы они как бы вправо, влево смотрели, как наклонялись как будто. Да, пониже чуть крупнее делаем. Угу. То есть наше перекрытие вот этого, ну так скажем, листика, листвы, чтобы он немножко перекрывался с тюльпанчиками. Ну, не сильно. Оставь же место для рук. У нас же будут руки. И на каждый тюльпанчик, на каждый овальчик, который мы добавили, добавляем мазочек. То есть У нас есть руки. Я бы даже положила свои руки вот так. Твою руку давай положим. Что будет? Давай сюда. Так, да. Раз. Все, поднимай. Раз. Два. 3, 4, 5. Давай. Давай эту руку. Ну, можно тогда тень твою обрисовать. Смотри. Так, тень. Накладываешь? Нет? Давай. Все, я пошла. Раз. Убирай. 2. 3. 4, 5. Придерживай, не работает, то что-то работает. Убегает. Ну, видишь, не получается, там зеленый. А оно сейчас высохнет чуть-чуть. И мы еще зеленым подправим вокруг. Мы продолжаем сегодня нашу работу. Вот я бы хотела рассказать о том, что, ну, она, когда идет работа, то, в принципе, может быть все вот так вот неаккуратно. То есть наляпанные руки, это как бы подмалевок нашей работы. Поэтому я хочу рассказать, как исправить неправильно. Ну, нарисованные руки, то есть красками мы пишем, поэтому нам нужно взять кисточку тоненькую, краски. То есть наша краска это для тела, это белая, желтая и немножко рубиновой. То есть я бы добавила. Начинаем нашу работу над исправлениями рук. Вот, для этого мы берем наши руки, которые не очень как бы красиво получились. То есть наша работа уже немножко продолжается, потому что был подмалевок основных цветов. То есть форма и цвет. То есть свет, тень и основной цвет, который мы домешиваем, намешиваем. Потом мы вводим контур. То есть это убыстряет работу и собирает ее в какую-то такую общую картину. Потому что если не будет контура,
введенного, то, соответственно, работа получается как бы слегка размазанная. Вот, так что показываю, как исправить неправильно нарисованные руки. Берем одну капельку охры. Хотя, в принципе, у меня здесь преобладает зеленый, поэтому я не буду, наверное, брать все-таки охру, а возьму красный. Вот. И, конечно же, белила. То есть я смешиваю, добавляю и еще раз смотрю, какой цвет. Вот, то есть получился вот такой цвет. Цвет тела. Ну, вот, теперь у меня есть рука. То есть, в принципе, можно положить свою руку и посмотреть, что есть пальцы, есть пястье, запястье. То есть есть форма руки, которую мы можем увидеть, что пальцы крепятся и имеют расстояние. Ну, это если говорить для детей 3 лет. Если для взрослых, то есть пластическая анатомия. Там совсем уже больше информации. Поэтому исправляем. Так как мы держим, то большие пальцы получаются у нас, ну, ребенок, который держит эти цветы на работе, на картине, то пальцы получаются вверх. Вот, у нас есть косточка, сама рука, косточка, и появляется палец. Еще я использую зеленый. Таким образом тоже поможет лепить форму. Вот, то есть потом идет и пальцы. Это тоже 1, 2, 3, 4, 5. Что-то у меня получилось лишнее. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. То есть идет рука, потом большой палец и рука, большой палец. Вот. То есть у меня должна быть форма кисти. Если поделить, то получится так. И если посмотреть палец, и вот палец, сама рука и рука, палец и палец. Это я все закрашу. Вот. То есть я леплю форму. Потому что у меня должна быть вот рука. И таким образом потом еще обрезаем наши руки. Вот, и выводим уже наши пальцы. Потихонечку к этой линии мы как бы их подводим. Вот, соответственно, здесь к линии, к линии, к линии. Вот. Теперь мы закрашиваем тот фон, который у нас под листву идет. То есть таким образом мы исправляем форму руки. Вот. Чтобы, как моя мама сказала, чтобы это не была мазня. Да, вот так вот мама даже может иногда сказать. Поэтому наша задача
дать краске высохнуть. И после потихонечку вводить новый цвет. Цвет тела. Гуашь позволяет перекрывать. Это, в принципе, как в масле, когда работаешь маслом, ну, акрилом. Намного сложнее, когда акварелью. Вот тогда нужно точно знать анатомию. Это нужно было лучше прочертить, прорисовать в карандаше. Вот у меня уже опять как бы появляется зеленый. 1, 2, 3, 4, 5. В принципе, все хорошо. Вот видите, зеленый появляется. Поэтому я дам немножко высохнуть. Вот наши пальцы, они промежутки между пальцами и большой палец. Большой палец глубже, а вот промежутки они повыше. Все, нужно дать высохнуть. Вот, продолжили нашу работу. То есть мы исправили наши руки. Ввели контур зеленой краской и повырезали. Теперь займемся накаточками. Вот, и стебельками. Стебелечки мы возьмем изумрудную, так как мы основной фон брали зеленая светлая гуашь, то теперь будет изумрудная. Так, помыли кисточку и добавили немножко белил. И пускаем. Так как изумрудная, она будет на контрасте давать хороший результат. Это тоже пока первый промывлевок. Потом нужно будет еще несколько сделать штрихов. То есть мы таким образом набираем цвет. То есть мы за раз цвет не можем положить, ну, нанести на нашу работу, потому что всегда присутствует свет, тень, какие-то рефлексы под настроение художника. Вот. И это все каким-то образом влияет на ход работы. Теперь мы немножко возьмем белил. Вот. Идем, как с тюльпанами было. То есть у нас был основной цвет красный, потом мы вытащили наши тюльпаны с этого красного цвета, добавив изумрудный с белилами. Сейчас мы добавляем не забываем, решаем, откуда свет идет, то есть он повторяется, этот цвет белой линии, то есть он у нас слева. Вот, значит, продолжаем и на стебелечках тоже засвечивать лево. Можно еще немножечко
добавить желтое темное. У нас есть желтое светлое. Я возьму желтую теплую. Хотя для интереса, чтобы вам показать, можно попробовать взять желтую светлую, то есть лимон, цвет лимончика. Вот. Таким образом мы введем разнообразие цвета, то есть еще цвет один. Так работа будет более живой, не такой плоскостной, примитивной. И не забываем, что у нас еще есть, кто помнит, у тюльпанчиков есть еще листики. То есть мы можем ввести его здесь, в принципе, где угодно, но еще вот здесь. Вот. То есть они имеют толщинку. Потом нам нужен немножко белый, чтобы вытащить. После того, как он высохнет, займемся ноготочками. Ноготочки у нас чуть-чуть коричневого с белилами. Вот. Раз. Два. Здесь боковушка. Ну вот, если быстро, то есть эту работу можно дорабатывать. Можно добавлять еще, в принципе, цвета. Какое-то облако сделать даже светлее, интереснее. Так, краски мы, конечно, кисточку моем и на палитре замешиваем цвет. В баночки с красками нельзя лазить. Нужно помыть кисточку, набрать цвет. Ну, то есть мы набираем цвет просто вот, кладем его на палитру и дальше там уже работаем. Я могу добавить еще немножко акцента. То есть так как у меня тело теплое, то от головы сделать более холодный. Коричневый добавить. Так работа будет, ну так скажем, рефлекс в тень. Так работа будет более красочной.
потому что уже вводится какой-то новый цвет. Он уже другой, чем вот, поэтому можно вводить акцентные цвета, которые будут давать глубину. У меня мизинчик получился меньше, поэтому нужно будет немножко исправить. Вот добавив синего, как бы рефлекс от неба. Уже работа стала более, краски соединяются. То есть небо немножко соединилось с цветочком, то есть называется рефлекс. Рефлексный акцент. Теперь я дорабатываю наши облака. Так как эта работа более такая декоративная, то можно играться с цветом. Поэтому, играя с цветом, мы получаем удовольствие от нашей работы. Это такой интересный марафончик. Поставить задачу и выполнить ее. Это наши облака наши. Ребенок 10 лет спокойно может выполнить эту работу. Даже и поменьше, и постарше. Просто понимать о том, что есть основные концептуальные вещи. Наша работа закончена, то есть мы подправили наши руки и добавили немножко таких акцентных рефлексов новым цветом. Вот. Облака. Взяли краску, голубая темная. Вот. Мы использовали ее для внутренних облаков, то есть заполнили цвет, контур сделали наоборот белый облаков. Все остальное контур у нас здесь у нас тоже синяя темная, чтобы глубина, и кое-где я сделала на макушечке синюю темную, а так контур черный. Ну, вот, все.